Приветствую. Сделано в Израиле, в эфире RTVI. Для начала немного умных слов. Сразу скажу, не моих, подсмотрел в чат GPT. В индексе глобальных инноваций 2023 года Израиль занял 14 место из 132 стран, обгоняя такие страны, как Китай и Южная Корея. Израиль особенно силен в категориях развития бизнеса, 6 место, и выход знаний и технологий, 5 место, что отражает высокий уровень стартапов, научных исследований и экспорта технологий. Вот так вот. Рейтинг этот составляет Всемирная организация интеллектуальной собственности и Американский Корнельский университет, кстати, входящий в Лигу Плюща. Проще говоря, Израиль в первой десятке по скорости внедрения новых технологий в жизнь. Вот об этом, ну и не только, конечно, об этом сегодня поговорим с Дмитрием Гейзерским, основателем и Chief Technology Officer компании Clickins. Дима, привет. Привет. Да. Я пока, так сказать, говорил текст и представлял Дмитрия, я подумал, что если у вас есть два телевизора, можете поставить их справа-слева от себя и загадать какие-то желания, так сказать. Два Дмитрия не часто в студии одновременно. Ну что, значит, вот я так произнес Chief Technology Officer. Это что, техдиректор? Директор по технологиям? Да, директор по технологиям, ответственный за архитектуру системы. Любые технические вопросы, все исследование, вся разработка, в принципе, я управляю этим. Давай расскажем про бизнес, потому что, технология, когда мне рассказали, когда наш общий товарищ рассказал мне, чем ты занимаешься, я подумал, что, по идее, тебя должен возненавидеть каждый пользователь и клиент рент-а-каров. Насколько я понял его, так сказать, рассказ, твоя технология связана в том числе с оценкой ущерба и так далее, да? Или расскажи сам, чтобы я не был испорченным телефоном. Наоборот, я даже думаю, что они, скажем, больше должны нас любить, чем ненавидеть. Наша технология позволяет оценивать состояние машины, внешнее состояние машины по фотографиям. Очень мало компаний делают такое. Многие работают с железом, с видео, с дорогим оборудованием, туннелями. Мы, в принципе, с обычного смартфона делаем все наше Voodoo. То есть, в принципе, несколько фотографий, и мы находим все мелочи, все царапины, все вмятины на машине, внешний ущерб. И создаем такой отчет по состоянию машины. Потом, после этого можно, в принципе, сравнить несколько состояний машины и проверить, что было и что сейчас. Как это работает? То есть, я не пытаюсь, чтобы ты мне рассказал на уровне атомарном, на уровне байтов и битов, но, в принципе, это что? То есть любой смартфон, любая фотография, или это должна быть фотография, отвечающая каким-то стандартам, качества, разрешения и так далее, света? В принципе, свет очень важно при фотографии. То есть, когда ты фотографируешь супругу, я так понимаю, что она не очень хочет, чтобы ты фотографировал против света или при полной темноте, просто ничего не будет видно. Все те же... Я не оцениваю ее ущерб. Это точно. Но, в принципе, все те же правила, они соблюдены у нас. Если человек глазом может оценить, увидеть что-то, то, в принципе, система наша сможет это заметить. Работает это на принципах компьютерного видения, computer vision, и очень много то, что сегодня называется AI, искусственный интеллект. Я не очень люблю искусственный интеллект, слишком. Но нейронные сети, нейронные сети и системы глубокого обучения. Они, в принципе, позволяют нам оценить фотографию. Если что-то не так, если что-то плохо, мы сразу говорим клиенту, что перефотографируй, такая-то проблема. То есть мы, в принципе, заботимся о том, чтобы наша система получила фотографии хорошего качества. А все остальное – это уже наше дело алгоритмов, как говорится. Но это для компаний или это для конечного пользователя, клиента? В принципе, это для компании. Это бизнес-модель, называется B2B. Да. Это бизнес-to-бизнес, и мы, в принципе, большинство наших компаний, они используют это, наша система используется инспекторами. То есть, получается, модель это называется, грубо, B2B2C. То есть мы работаем с большими компаниями, с корпорациями,
А их клиенты или их персонал, они фотографируют с помощью нашей системы. Сегодня у нас большинство клиентов, есть страховые компании, и большинство клиентов это, в принципе, то, что называется dealerships. Это большие компании, обычно в Америке принято это. Компании, которые покупают большим количеством машины и продают их через онлайн, через разные... Автодилеры. Автодилеры, да, автодилеры. Кроме этого есть магазин. Подожди, скажи, а автодилерам зачем? Они же продают новые машины? Или это Нет, автодилеры подержанные, как правило. Среди новых машин тоже к нам обращаются постоянно производители машин. Большие, ну, одни самые большие, наверное, в мире. Они все ищут тоже технологии. Почему? Потому что они покупают то, что называется трейд-ин. Покупают старые и продают новые машины. То есть они хотят купить как можно лучше старую машину, дать ей, ну, столько, сколько она стоит. Не переплатить, не доплатить. И продать, конечно, новые свои машины. Но, в принципе, рынок огромный. Есть аукционы. Это большой очень рынок. Ну, да. Аукционы, которые продают машины после аварий. Машины новые, машины старые. Там, в принципе, это рынок, который... Ну, аукцион, допустим, средний в Америке может продавать десятки тысяч машин в день. И компании, которые покупают их, они все, это что называется real-time bidding, они все должны ставить свои биды на покупку, и у них времени, в принципе, немного, потому что кто-то другой купит. И надо оценить машину и посмотреть, что в ней, какие запчасти можно из нее вытащить, какие хорошие, какие плохие. И, в принципе, они это потом продают на запчасти. И это целый бизнес. Да. Это огромный бизнес, многомиллиардный. Так мы говорим сейчас о том, что твоя система позволяет оценить внешнее состояние или залезть и внутрь? Внешнее. Только по фотографиям. То, что мы говорим, что мы не как это называется, мы не маги, мы не волшебники, да, мы не можем знать, что находится под этим, хотя некоторые компании, которые не очень чисто себя там ведут хорошо, они говорят, что мы там определяем, что находится под, какая проблема, то есть с помощью якобы искусственного интеллекта, но это все не больше, чем статистический попытка угадать, что там в каком-то количестве случаев, если дверь побита, то наверняка побита там еще какая-то. Наверняка сработала подушка. Наверное, подушка, да. Ну, что-то в таком роде. Да. И когда я слышу такие вещи, я говорю, ребята, мы делаем то, что мы видим, мы ничего не придумываем, совершенно у нас подход основанный на принципах Visual Intelligence. И поэтому как бы все, что видим, мы пытаемся из него составить картинку. Ну, подход у нас уникальный, это, наверное, стоит отдельной беседы. Вот. Но, в принципе, мы не залазим ни внутрь, не делаем каких-то там выводов по поводу того, что в машине могло сломаться. Есть системы, которые по звуку могут определить. То есть системы, которые используют машинное обучение, и по звуку мотора могут выявить неполадки. Такие системы работают, но они настолько дорогие, и столько стоит их поддерживать, что это просто нерентабельно. Что слесарь условно сделает это 100%. Дешевле. То же самое, что и любой оценщик, который возьмет монетку засунет в шину и посмотрит, насколько шина съедена, да. Пытаться решить эту задачу с помощью технологий, компьютерных каких-то видений, интеллекта, это overkill просто. Ну да, это то, что по-русски называется «из пушки по воробьям». 100%. Да. Так, а скажи мне, пожалуйста, если вот мы говорим об аукционе, да, машину выставляют на аукцион, и твоя система она оценивает, или она просто говорит, что вот такие-то неполадки? Ну, внешне я имею в виду минусы есть. Ну, знаешь, очень хороший вопрос. Почему? Потому что практически весь рынок, весь мир, все просят оценивать. Да. Оценку. Почему? Страховые компании хотят оценить ущерб, чтобы побыстрее закрыть иск. Чтобы даже не надо было посылать туда оценщиков, чтобы не было даже какого-то шанса на мошенничество. Увидели, услышали про проблему, сфотографировали, оценили, предложили клиенту закрыть этот иск на месте, в течение там 30-45 дней перевести ему денежку и все. То есть это как бы это мечта любой страховой компании. Но из-за того, что оценка ущерба – это определенный бизнес. Это свой бизнес, тяжелый бизнес. Надо иметь все каталоги всех деталей.
Есть компании, которые этим специализируются. Мы просто интегрируемся с такими компаниями. То мы буквально пару недель назад опубликовали то, что называется announcement. Сделали пресс-релиз на наше сотрудничество с компанией Autotrip. Огромная компания израильская. Там во многих странах Европы она работает. И вот они получают от нас то, что называется умный сканер, который фотографирует, рисует все повреждения, все детали, все красиво дает всю информацию. Мы все измеряем. Это тоже уникальность нашей технологии. По фотографии измеряем все артефакты. И они с помощью нашей информации создают уже оценку и дают с помощью их знаний, их каталогов, их бизнес. Это их бизнес. И они уже говорят, окей, вот этот ущерб стоит, там будет, не знаю, 3000 шекелей там, или 10 тысяч шекелей исправить, починить. Здесь надо поменять, здесь надо починить. Этот полимер не чинится, его надо менять. Они это все знают, это свой бизнес, мы туда не влазим. Но это какая-то автоматическая интеграция. Автоматическая интеграция, да. Две системы просто разговаривают друг с другом. Скажи мне, пожалуйста, а вот, так сказать, программная часть понятна, то есть непонятно, конечно, но понятно, так сказать, философия ее работы, а технологически, ну, действительно достаточно телефона или существуют какие-то, так сказать, железные решения, которые вы предоставляете вместе с... Нет, мы как раз нашли себе нишу, мы делаем то, что мы делаем, мы уже 10 лет разрабатываем эту технологию, она уникальная, и мы делаем то, что даже наши конкуренты, у которых есть туннели, которые стоят сотни тысяч долларов. Туннели, извини меня, это типа сканера, да? Туннель – это куда машина заезжает, да, там камеры, там освещение, там сенсоры. Это все надо поддерживать. И можешь себе представить, если ты хочешь бросить машину где-то возле поезда, ну там такого туннеля нету. Да. Или страховая компания. Ты хочешь, допустим, купить страховку сейчас на сейчас. Тебе страховая компания посылает ссылку, а ты с помощью нашей аппликации фотографируешь. Даже не аппликация, у нас не надо ничего устанавливать. Это просто веб-сайт респонсивный. Ты просто на телефоне открываешь эту ссылку и начинаешь процесс. И ты не должен быть там супервеликим фотографом там, или технологом. Мы говорим все, что надо делать. Все очень просто, предельно просто. Рисуем, какой угол взять. И говорим ему выше, ниже, там, если что, вдруг. Вот. И ты фотографируешь. Ты имеешь в виду, что сама система говорит? Да. Это же система. не оператор, который... Нет. Система, если что-то вдруг не так, она оценивает фотографию, говорит, так, эта фотография нормальная, а это полная дичь, это надо как бы стереть. Вот. И, то есть она оценивает, там, если ты рука пошатнулась, там, или там, что мутная, или слишком светлая, или там пучок какой-то света попадает. Все это оценивает многоступенчатый алгоритм. И мы ему говорим, так, подвинься там, или там, не знаю, не фотографируй против света. Такие вещи. А железу ты не скажешь, когда там туннель какой-то заехал, то, что есть, то получаешь. Поэтому у нас решение мобильное, и это наше преимущество, что мы, в принципе, не зависим ни от чего. Скажи мне, а это только про машины, или это масштабируемая система? Это может быть, я не знаю, яхта, самолет, гидроцикл, ну, все, что нам с тобой придет в голову, перечислить. Еще один хороший вопрос. Технология, в принципе, универсальная. Мы начали с машин. Почему? Потому что мы, в принципе, этот бизнес начали строить как система борьбы с мошенниками в страховании. И мы хотели объять необъятное, как всегда, как любой стартап израильский, ну, вообще любой, наверное. Поэтому начали строить огромную систему разведывательную, да, благо у меня большой опыт в этой области. И в принципе, в какой-то момент нам инвесторы сказали, что вы делаете, вам не надо столько технологий. Вам выберите одну вертикаль, один вектор, где вы считаете, что у вас есть ноу-хау, и вы считаете, что там больше всего есть шансов преуспеть. Рынок есть по каждому вектору вашему. И мы выбрали вектор, вот то, что называется image processing, обработка имиджей, обработка фотографий, и специализировались на нем. Поэтому автоматически, из-за того, что мы начали в страховании, мой партнер пришел с страхования, мы начали, в принципе, заниматься страхованием изначально. А потом смотрим, страхование, страховые компании, там, пока с ними закроешь договор, это годы пройдут. Это хорошие договора, это надолго, но это очень долго продать. Цикл продажи очень длинный. Поэтому мы посмотрели, раз есть rent-a-car,
целая индустрия, которая не требует, нет таких регуляций, как в страховом бизнесе. Можно простенько раз и переквалифицироваться, так быстренько дать им решение. И, в принципе, мы начали давать решения на рентал, а потом и, как говорится, подошли эти дилеры и аукционы, и мы поняли, что рынок огромный. Как раз к нам обратилась служба военной армии, ВВС Израиля, с просьбой помочь им решить одну проблему. Не очень могу говорить, какую, но, в принципе, проблема, которая, в принципе, решается нашей технологией. И я им говорю, ребята, есть такое количество компаний, которые занимаются в этой области, огромных монстров в Израиле. Эльбит, Рафаэль, Эльта, которые могут решить эту задачу. Они говорят, ну, ты знаешь, мы их знаем всех, конечно. Вот, но мы считаем, что вы можете решить эту задачу, а не они. И поэтому как бы я ездил тогда на эскадрилью, смотрел эту проблему. И я, в принципе, говорю, ребята, мы можем решить, конечно, эту задачу. Ну, дальше это уже дело бизнеса. Стартап это непростая вещь. Нет. Из-за того, чтобы сделать такое, это называется pivot. То есть ты, в принципе, должен поменять бизнес свой. Для этого или открыть еще одно подразделение. Для этого надо убедить инвесторов, что что там есть перспектива, что там есть денежку. Поэтому, в принципе, здесь очень тяжело сочетается, с одной стороны, как говорится, сионизм и как бы любовь к этой стране. Все мы много отдали, мы все были в армии, служили и работали в структурах различных государственных безопасности, и всегда хочется помочь им. Потому что мы знаем, какая проблема это может решиться с помощью этого. Но, с другой стороны, у стартапа есть бизнес, как это называется, жилка такая, которая, ну, как бы есть какие-то правила, от которых нельзя отходить. Ну да. Поэтому это всегда такой трейд-офф. Ну, сейчас ненадолго прервемся на рекламу и продолжим очень скоро. Вы смотрите программу «Сделано в Израиле», и мы возвращаемся к разговору двух Дим об израильском IT. Ну, практически стихотворные рифмы. Мы закончили о том, что на том, вернее, что ты рассказал, что система, в принципе, ее можно настроить под оценку всего, наверное. Насколько... Вот один момент, который я хочу уточнить. Мне всегда интересно, как вот это работает, как это сделано. То есть правильно ли я понимаю, что система не знает, в нее не надо закачивать условно базу данных там, по машинам, по как они выглядят, какая марка. Она просто определяет некое несоответствие, ну, там, покрытия какому-то начальным или идеалом. Я пытаюсь понять, с чем она изначально сравнивает. Ну, у тебя сегодня все вопросы хорошие, я должен заметить. На самом деле... потому что меня выгнали из института с факультета прикладной математики после 4-го курса, а не после 1-го. Я понял. Ну, в принципе, да, ты прав. Но я тебе скажу, вот в этом-то как раз и разница. Почему я сказал, технология у нас уникальная, она наша, своя. Она, в принципе, уже как бы официально патент pending, то есть у нас, в принципе, она уже на последних этапах рассмотрения патентов во всем мире, и в основном в Америке, конечно, но в Израиле тоже. Вот. И в этом-то и разница между компаниями, которые начинают, ставят перед собой вот основную задачу, этот AI. То есть они говорят, мы AI first. То есть мы как бы компания, которая AI, вот, и пытаются везде показать, что они искусственный интеллект. Потому что в тренде. Интеллект, да. И вот этот искусственный интеллект, там как бы в принципе все статистическое. Весь подход статистический. Поэтому как бы находишь, не находишь, неважно какая машина. Мы же, в принципе, наша технология, наш подход, мы его называем гибридный. Он начинается с технологии вот глубокого обучения нейронных сетей, которые позволяют нам решить задачи, которые нельзя решить с помощью традиционных алгоритмов. Той же самой прикладной математики, там фотограмметрию, которую мы используем очень много, компьютерного видения. То есть мы используем искусственный интеллект и вот эти вот нейронные сети для решения проблем, которые нельзя решить классическим образом. Потом же мы используем то, что называется большую
артиллерию. У нас есть... Мы строим антологию каждой темы, которой мы занимаемся. То есть переход, скажем, допустим, с машин на самолеты, он требует вот именно построения вот этой антологии, этого лейера, где находится семантическая информация по этой определенной теме. И мы... То есть какая-то база знаний. Да, база какая-то знаний в определенном формате. Да. Вот. У нас же есть, скажем, геометрия всех машин. То есть не всех, но большинства, которые мы используем, 3D-модели машин. И у нас есть информация по их размерам, по их деталям. С помощью этой информации мы сопоставляем результаты того же искусственного интеллекта и убираем галлюцинации. То есть, если сегодня попытаться попросить там, тот же самый DeepSeek там, или, не знаю, там, ChatGPT сделать инспекцию машины, он выдаст классный отчет, очень красивый отчет, но это будет такая дичь. То есть, и когда ты ему говоришь, смотри, ну, все хорошо, конечно, но мы смотрим на машину справа, а ты говоришь, что с левой стороны есть повреждения. Он говорит, да, ты прав, да, мы видим машину действительно справа. Значит, с правой стороны есть повреждения. То есть, и начинается вот эта вот галлюцинация, которые, в принципе, нельзя никак проверить, если используешь, если, как говорится, тупо основываешься на результатах. Да. Мой любимый девиз, как бы, который все время меня сопутствует, мне это, он на английском, да, обычно сказал Лао Цзу, китайский философ, который, не знаю, существовал, не существовал, но говорят, что существовал. Знал он английский? Нет. Да, он сказал, those who have knowledge don't predict, and those who predict don't have knowledge. Да, те, у кого есть знания, не предполагают, и те, кто предполагают, значит, у них нет знаний. У них нет знаний. В том-то дело, что мы пытаемся перейти от предположений, от предикшена к знаниям. То есть любую информацию. В этом принцип visual intelligence. Систем, те же самые методы, подходы используются в разведке, используются в борьбе с террором. Там prediction недостаточно. Ну, конечно. Ты не можешь сказать, что может быть это человек, а может это не тот человек. А может это бомба, а может это не бомба. И там, в принципе, надо знать. А для того, чтобы знать, надо сопоставить очень много информации с разных источников. Источников у нас немного, в принципе. Вот мы пытаемся, мы получаем картинку, фотографию получаем, и с этой фотографией мы строим историю. Что мы видим на фотографии? Есть ли здесь машина? Сколько машин здесь есть? Какая главная машина? Какой у нее цвет? Какая у нее модель у этой машины? Дальше. Что мы видим на этой машине? Какие детали мы видим? Окей, детали. Какие есть повреждения? А дальше после этого мы сопоставляем двухмерное изображение, которое мы видим на фотографии, с трехмерным. Тут наша технология приходит в действие, мы переводим это все в 3D, в трехмерные измерения, и там уже мы манипулируем реальными геометриями машин, как будто это реальная машина. То есть мы там измеряем все, используя фотограмметрию, которая, в принципе, ничего не имеет общего с нейронными сетями. Это чисто точная инженерная наука. Измерения по фотографиям. Поэтому везде, где можно смоделировать мир в 3D, мы можем быть применены, наша технология. Ну вот смотри, например, я получил какой-то сверхновый корвет, который через месяц только появится на рынке. Я приезжаю куда-то, вот система, у вас же еще нет данных по этой машине. Ну, ты продолжаешь тенденцию хороших вопросов. Я тебе скажу... Нет, понимаешь, я до сути хочу. Вот когда начиналась корона, как раз буквально за несколько дней до того, как мы узнали, там, что этот ковид начался, мы полетели с моим партнером в Испанию на завод Сиата. И Сиат пригласили нас, чтобы посмотреть на технологию. И мы приехали к ним, показали им, и они, значит, говорят, окей, ну вот, а что делать? Вот действительно, у нас есть машины, которых вы не видели еще. А мы как бы с нашей израильской наглостью, знаешь, еврейской... Уже их видели. Мы сказали, нет, понятно, что мы не видели. Давайте, знаете что, дайте фотографию вашего концепт-кара, который мы 100% не видели, а мы сейчас загрузим систему и посмотрим. И мы сидим в комнате заседания,
и они, значит, дают нам фотографию концепт-кара. Я сам сижу, думаю, не настолько уверен уже в этой системе в нашей. Я все-таки участвовал как-то в ее разработке. И как-то я говорю, давайте загрузим. И мы загружаем, и наша сеть распознала все детали до единого, красивенько. Сказала, что это Seat. Единственное, что она не сказала, какая модель, потому что она не знает. Она видела логотип? Нет, мы не смотрим на логотип. Поэтому и полиция в свое время интересовалась, потому что мы не смотрим на логотипы, мы смотрим чисто на геометрию машин. У производителей есть геометрия, которая особенная. И когда наши нейронные сети смотрят на машину, у нас есть определенная база данных машин, да, то есть мы не пытаемся догадаться. Конечно, да. We have knowledge, мы знаем. Поэтому мы ищем эту геометрию с любого ракурса, с любого куска фотографии. Мы можем, в принципе, определить, какая это машина, если мы ее знаем. И мы постоянно пополняем эту систему, мы дотренировываем наши модели. Это, в принципе, процесс быстрый. Вот. И поэтому все преимущество в том, как мы тренируем наши алгоритмы. Это не ChatGPT, это не DeepSeek, совершенно другие алгоритмы. И мы тренируем их определенным образом. Мы сами генерируем дату для наших моделей. То есть мы ее производим искусственно. Это дата. То, что называется синтетическая дата. Да. И когда эта система, когда эта модель натренирована на искусственной дате, она обобщается до такого уровня, что ей, в принципе, не надо видеть новые машины. Совершенно. Она, новая еще ничего не придумали, в принципе. Машина, она и в Африке машина. Вот. Но если это какой-то супер новый концепт, дизайн, то мы обучаем нашу систему и на концептуальных машинах. Мы просто генерируем с помощью новых технологий, то, что называется Generative AI, генерируем модели машин, которых не существует. И сеть обучается, и она учится не галлюцинировать. Следующий шаг. Ваша сеть предложит вам начать заниматься разработкой и производством машин, которых она сгенерировала. На самом деле это безумно интересно, и многим, кстати говоря, от этого безумно страшно. Я знаю людей, которые говорят о том, что как-то вообще напрягает. Вот ты как профессионал в AI, мы оба, наверное, не особо любим это довольно плоское название, но как ты считаешь, насколько это все быстро и вообще когда-то придет к чему-то такому реально принимающему решение? В принципе, сегодня это все такими темпами все развивается очень быстро, и возможности технологий сегодня потрясающие. Но все, кто сегодня говорит, что эти все модели новые, там LLM, да, то, что language models, типа ChatGPT, Claude AI, там DeepSeek, они что, заменят людей? Они не заменят людей. Это просто возможность сделать работу более эффективной, но без человека ничего не выйдет. Они нет. То есть они говорят, послушайте, у Карпова же уже выигрывает в шахматы, значит, может думать. Может обрабатывать систематично, очень быстро обрабатывать огромное количество информации, просчитывать очень много ходов, когда человек, в принципе, не может. Но была история с этой игрой Go, известной, да, корейской игрой, которую там был многократный чемпион мира в Корее, там 18 лет подряд. Его невозможно было обыграть. И эта игра считалась одна из самых сложных вообще на планете, потому что там стратегия, тактика сумасшедшая. И обучить компьютер считалось невозможно. И вот разработчики модели одной взяли бывшего чемпиона мира, он помог им разработать модель, которая называется reinforcement learning, модель, которая учится, себя доучивает. В принципе, ты ее наказываешь или поощряешь за правильные ходы, за неправильные ты ее наказываешь, и она тем самым учится принимать правильные решения. И вот она единственный раз сделала какой-то гениальный ход, который даже до сегодняшнего дня изучают в Корее. Как она пришла к такому выводу, эта модель, что надо сделать такой ход, никто бы не догадался, но это была сумасшедшая дикая стратегия. Но опять-таки это все было построено на обработке огромного количества партий, тактик различных. И в итоге и сегодня есть то, что называется агенты, да, агенты. То есть как сегодня сети тренируются. Если хочешь дать более-менее нормальное решение, тебе надо построить там сеть агентов. То есть это такие
компьютерные программы, которые, в принципе, запускают все эти алгоритмы, типа ChatGPT, там, на бэкграунде, да, запускают их, задают вопросы, просят их же, те же самые ChatGPT, оценить свой ответ, и так делают итерациями, пока те не приходят к какому-то разумному выводу. То, что называется reasoning сегодня. Очень мало систем, которые дают этот вот reasoning, когда могут обосновать свое решение. Вот DeepSeek — одна из вещей, которые они продали красиво, да, что они, в принципе, показывают reasoning, как они пришли к этому ответу. И вроде, в принципе, выглядит как бы все кошерно. Да. Вроде все красиво. Но на самом деле ни больше, ни меньше. ChatGPT просто обученный, обернутый в урезанный немножечко, чтобы он мог бежать не на диких картах, которые стоят сумасшедшие деньги, а на более-менее нормальных устройствах, которые смогут себе позволить компании. Но в принципе ничего нового там вообще нет. Ну, то есть, в принципе, компьютерное мышление, оно все равно останется линейным, абстрактным, оно в таком человеческом плане, оно никогда, наверное, не будет? Или... Ну, что мы говорим? Мы говорим, что, в принципе, у компьютера нету рационального мышления, как у человека. То есть, в принципе, любые модели, они тренируются людьми, строятся людьми. То есть, когда, допустим, такой искусственному интеллекту якобы в Твиттере в свое время обучили его убирать эти твиты, сообщения, которые вредоносные всякие, которые могут быть направлены на пропаганду там, или изменить общественное мнение или что, он начал хорошо обучать, потому что алгоритмы ему задали ключевые слова, дали темы, и он начал их отрезать. Но ему поставили рамки определенные. Вот как только ему убрали рамки и сказали, да делай, что хочешь, как бы, но... Он начал делать, что хочешь. Он начал делать, что хочешь, и он начал конкретно поднимать рэнк вот таких вот сообщений. Почему? Потому что они вызывают engagement. То, что люди начинают писать, чем больше людей реагируют, тем больше денег зарабатывает компания. Поэтому он понял, что компания должна зарабатывать. Или как в Америке, там американской армии система искусственного интеллекта предложила оператору просто застрелиться. Сказала, убейся, ты мешаешь мне работать. То есть это конкретно. Она пришла к выводу, что для нормального оперирования системы надо оператора убрать, потому что он мешает. Ну, главное, что пока она работает исключительно в режиме совета, а не исполнения. Я надеюсь. Очень надеюсь. Ну, сейчас о том, без чего не может существовать ни один бизнес. Медицина, производство колбасы или искусственный интеллект. Я про рекламу. Реклама позади, и мы возвращаемся к нашим темам. Бизнес как таковой, как вот ты начинал. Мне очень интересно. В этом я не понимаю практически ничего. Когда мне говорят, что я там, не создал еще бизнес, но уже его продал, условно говоря, мне это всегда удивительно. Вообще, с чего все началось у тебя? Я не знаю, история о том, что я шел, на меня упал камень, я начал производить каски. Один вариант. У тебя как? У тебя что-то навеяло? Камень, слава богу, не падал. Но, тебя, может быть, пытались надурить в рент-а-каре? Да нет. Надурить, я думаю, что пытались всех. Это одна из составных. Кстати, наша технология, вот если мы говорим про рент-а-кар, на секунду я отвлекусь. Да, конечно. Она, в принципе, не говорит людям, что их сейчас найдут там или начнут исследовать каждую царапину. Она им дает безопасность, она дает уверенность, что их машину, когда они взяли ее, все ущербы задокументированы, и когда они возвратят, они тоже документированы. То есть для человека, который берет машину в ренту, это дает как бы такого рода гарантию, что технология там, она не позволит им навесить на него там какой-то ущерб. Ну да, потому что система работает же в обе стороны. И поэтому те компании, которые рент-а-кар, как правило, что они делают? Они с легкостью продают пакеты страхования этим людям, потому что те знают, что надурить они не смогут,
А если вдруг у них будет действительно реальный ущерб, им придется платить. И поэтому как бы многие из них покупают дополнительные пакеты, и с этих денег зарабатывают эти компании. Вот. Но началось, в принципе, я 25, около 30 лет в технологии, занимался в основном архитектурой, технологией. Там у меня были консалтинговые компании. После армии, был 6 лет в армии, после армии я вышел, я работал в консалтинговой компании. А потом мы с моим партнером, другом, открыли свою консалтинговую компанию. Вот, и мы помогали стартапам, и большим компаниям, и государству, помогали разрабатывать различного рода технологии. И в какой-то момент ко мне обратился один профессор одного Тель-Авивского университета, большой, с задачей, которую требовалось решить. Задача требовала огромного количества расчетов, там порядка 7 триллионов комбинаций надо было просчитывать. Конвенциональные технологии не работали в этом случае. Они пытались, там это исследование 5 лет, по-моему, длилось. Что такое конвенциональные? Конвенциональные – это обычные с помощью стандартной базы данных, там написать код, попробовать какой-то алгоритм обработки. Но такие масштабы, такие требуют уникальных подходов каких-то. Это и называется Big Data? Да, Big Data, там огромная дата была. Это был стартап, не стартап, это была задача в области планирования транспортных сетей. И там сумасшедшее количество информации, конечно, надо обработать было. И там было исследование, которое, в принципе, закончилось. И результаты, для того, чтобы подсчитать их, нужно было программное обеспечение. И они не смогли его разработать, потому что это был действительно тяжелый алгоритм. И каким-то образом обратился ко мне, попросил помочь разработать. Я заинтересовался, тогда разработал, помог разработать этот алгоритм, и мы посчитали весь это исследование, просчитали. И потом мы сделали первую ошибку стартаписта. Сказали, окей, может, технология классная, давай откроем стартап. И это была моя первая неудача в области стартапа. Почему? Почему? Потому что это как молоток, который ищет гвоздь. Потому что у тебя есть технология, но ты не знаешь, как ее применить. Думаешь, это, наверное, будет всем нужно. А в итоге не всем это нужно. Ты можешь с этой технологией далеко ходить, но если никто за это не положит деньги, то, в принципе, она никому не надо. И сегодня это подход большинства инвесторов, на технологию практически не смотрят, к сожалению. На что же смотрят? Смотрят на потенциал, на бизнес-потенциал. Это все, в принципе, смотрят на розовое будущее, что ты можешь привести к продажам большим и показать им 7, 8, 9 нулей в конце. Подожди, я не понимаю, но ведь твои продажи зависят от самой технологии, которую ты им принес. Да, это как бы считается, что у тебя есть технология. Это как бы само собой разумеющееся. То есть, если ты уже дошел до такого уровня, где ты сейчас, ты просишь деньги, то у тебя, скорее всего, есть что-то. Это не 2000-е годы, где была куча стартапов получали деньги под презентации. Это да, это я помню. Вот. А после того, тот стартап у нас, в принципе, не удался. Мы сделали все ошибки возможные. И в какой-то момент мой товарищ хороший, он был у нас министром в Израиле, он был мой сосед. Вот. Он сказал, знаешь, у меня есть друг, который вернулся, там у него был бизнес за границей. Он вернулся, он хочет написать какую-то аппликацию. Встреться с ним, я ему сказал про тебя. Мы встретились, он мне рассказал про аппликацию, про идею свою. И меня так заинтересовало это в области страхования как раз. Это была инновация в области страхования. Модель, которую еще никогда не пробовали. И я говорю, знаешь, что мне очень интересно, давай я готов зайти в этот бизнес. Ну, скажем, взяли, собрались. Мы 4 основателей собрались, положили деньги свои деньги. И у нас мы вдвоем, в принципе, 2 фаундера, 2 основателя, мы работали полностью в бизнесе, а 2 остальных, они были как инвесторы. Это какие года примерно? 2014. 2014? Да, в 2014 году мы собрались, и мы начали строить. И мы начали строить сначала аппликацию для страхования, умную аппликацию, где позволялось там страховать, буквально почасово. Microinsurance называется это, да? Даже подали патент во всем мире на это дело. Это же связано с просчетом рисков. Да. То есть позволяет человеку, как вот сегодня мы на парковку приезжаем, ставим эту пангу, да, они раз и
сколько постоял, столько заплатил. Мгм. Почему же в страховании ты не можешь... машина у тебя стоит дома, ты болеешь, сидишь дома, болеешь, у тебя нету Не используют, не да. используешь, тебя машину могут максимум украсть. Так страхуй ее только от кражи. Мгм. Не страхуй ее от аварии, не страхуй ее от чего-то другого. То есть вот полностью сделать то, что называется disruption, да, этого страхования. Но мы быстренько очень поняли, что там в Apple Store, да, в App Store 300 тысяч аппликаций, мы будем 300 тысяч один. Это что-то не очень интересно. И мы, из-за того, что мой партнер, он из страхования пришел, он управлял большой страховой компанией, и было агентство у него свое. И мы поняли, что деньги-то не там, а деньги-то в исках, Мгм. клеймах. Там же очень много фрода, много мошенничества. Мгм. И мы поняли, что надо переквалифицироваться. И мы начали строить систему для борьбы с мошенниками в страховании. Мгм. Вот. Но из-за того, что мы пытались, как я говорил, объять необъятное, мы пытались построить что-то большое, там, то, что называется to boil the ocean, да? Да, Закипятить этот океан. океан мы пытались. Вы пытались Да. искоренить мошенничество Нашлись. как класс. Да, нашлись люди. Когда мне объяснили проблему, у меня были клиенты в страховании, я был архитектором, я Мгм. работал со страховыми компаниями, с большими в Израиле. И я, в принципе, их бизнес знал с точки зрения технологий, архитектуры, технологий, но не знал, очень плохо его знал с точки зрения бизнеса самого. А партнер мой как раз, он пришел из бизнеса этого. Вот. И мы когда поняли, что вот это мошенничество, страхование, это, в принципе, не что иное, как террористические группировки, которые работают так же. Мгм. Там есть целая связка, они все связаны между собой. И используя принципы борьбы с террором, я, в принципе, сделал архитектуру системы, которая позволит бороться с этими мошенниками до того, как они совершат это преступление. Окей. Вот. И в итоге нам инвесторы, когда поняли эту идею, Ну, подожди, ты сделал технологию, ты ее как-то реализовал? Я сделал- Потрогать-то можно было что-то? Да, мы С сделали чем ты прототип. пришел к инвестору? мы сделали прототип, Мгм. прототип технологий. Мы взяли несколько программистов, мы платили им деньги, мы сами жили без зарплат несколько лет. Я с моим партнером просто не брали ни копейки денег. Мы из фонда, который наших денег, Мгм. мы платили программистам, чтобы написать какую-то программное обеспечение определенное, сделали демонстрационную версию, на которой мы показывали прототип, как может выглядеть эта система, Мгм. которая умеет обрабатывать информацию, умеет читать документы, страховые документы, которая умеет сопоставлять разные типы информации, брать фотографии, изучать их. Но для того, чтобы это воплотить все в жизнь, надо было очень много денег. Очень много денег. И несколько И программистов. мы думали, что мы с помощью мы покажем эту презентацию, И весь мир ваш. расскажем про себя, какие мы хорошие, какой бэкграунд у нас серьезный. И все инвесторы просто лягут в наших ног и принесут денежку, а на самом деле не так все, не так все просто. Вот. И поэтому нам пришлось трансформировать бизнес-модель много раз, пока мы ее, в принципе, не отточили, и мы поняли, чем надо заниматься. То есть и мы начали потихонечку убирать разные Мгм. блоки, разные функциональности, остались только вот с Ну, обработкой что машин. Да. Обработкой машин, в котором и так очень много денег в этом бизнесе, и не надо ничего другого. Мгм. Стартап пытается объять необъятное. Не надо. Надо сфокусироваться на том, где ты лучше всего, где у тебя есть самое большое преимущество. И там мы сфокусировались, и оттуда все пошло, в принципе. Я сам до этого не занимался ни искусственным интеллектом, ни нейронными Мгм. сетями, ни компьютерным видением. Я пришел с технологий, с систем, разработки больших систем. Я строил системы для государств, строил системы Мгм. для компаний, помогал решать проблемы, базы данных, но никогда не строил такие системы, у которых алгоритмика очень сильная, Мгм. особенно с нейронными сетями. Но когда мы начали писать, в 2014 году начали писать нашу систему, и мы столкнулись с совершенно конкретными проблемами. Да, как определить, где ручка, дверная ручка у машины? Если ты попытаешься математическим образом описать дверную ручку, то, как говорится, Подожди, удачи. вы это пытались сделать еще, когда прототип разрабатывали? Да, мы пытались. Я понимаю, как это работает на телеке. Мы садимся и думаем, как же нам сделать эту программу. Вася говорит, а вот давай сделаем так, а давай возьмем интервью. Мозговой штурм. Вы как?
вы садились за столик и думали, ну что, как ручку-то будем описывать? Садились бы, в принципе, из-за того, что не было очень много, мне не было там с кем особенно сесть. То есть я Столик нужен был небольшой. садился с собой и думал, как же садил. У нас был один ученый, который работал с нами в начале, вот, который пришел традиционно с области фотограмметрии. Ну, как пытались, как мы можем найти колеса в машине? Это эллипсы. Ну, давай с помощью технологий компьютерного видения попробуем найти эллипсы на фотографии. Ну, представляешь, сколько может быть эллипс на фотографии? Потом надо как-то ложные контура отбросить. И мы пытались понять вообще, ну, хотя бы ракурс минимально с помощью классических стандартных алгоритмов. Это все было очень сложно. Полно было мусора, шума. Это все нестабильно. А свет, если чуть-чуть поменяется, то вообще. Вот. И я начал поглядывать в сторону этих нейронных сетей, которые тогда только-только начинались. Еще не было таких приложений, как сегодня. Это, сегодня, в принципе, все доступно. Тогда надо было строить эти алгоритмы. И я вот первый алгоритм построил, который нашел мне сказал профессор, который работал с нами, говорит, так, найди мне 2 колеса и 2 дверные ручки. Дай мне точку опоры, и я переверну вверх. И вот это была точка опоры для того, чтобы оценить позицию камеры по отношению к машине. И первый алгоритм, я помню, что я очень был счастлив, написал нейронную сеть, которая определяла колеса и определяла ручки, причем на ура. Так, что ни один алгоритм не мог найти это. Вот это было преимущество вот этого вот нейронных сетей, которые в задачах визуальных, определения объектов, классификации, они просто сумасшедшие. Они могут делать такие вещи, которые нам не снилось. И когда я увидел, что можно же, кроме колес, то можно же еще и двери, наверное, найти, можно еще и, наверное, это самое, можно еще и дальше крыло. ты просто накручивал. Дальше мы дальше начал строить, добавлять классы. И я понял, что если мне надо будет для системы лейбелить всю эту информацию, то есть мне надо будет все эти картинки прорисовывать, то я до старости это не успею сделать. И вот мы подумали, как можно это все сделать. Я думаю, это же как в игре компьютерной. Давай-ка возьмем 3D-модельку машины и попытаемся камеру крутить и нарежем сами все, что нам надо. И вот у меня не было никакого опыта в 3D-моделировании, вообще я был далек от этого дела. Быстренько изучил эту тематику, создал первый прототип такой, который генерировал действительно в 3D машины. Они выглядели все как... не знаю, как что, они выглядели игрушечными, нереальными, не фотореалистичными. Бульдозер D9? Да нет. Не, они выглядели просто тупо нарисованными, и они не были реалистичными. Но что я заметил, что сети нейронные на ура начали учить эту информацию, и я смог их обучить даже на таком... Сегодня у нас работает группа 3D-специалистов, которые делают какие-то совершенно сумасшедшие вещи. Сколько у вас сегодня человек? Сегодня у нас... Мы сегодня маленькая компания, сегодня где-то около 15 человек. Мы были около 30. Стартап, у любого стартапа есть свои взлеты, есть падения. Конечно, да. Постоянно амбиции. Финансирование, постоянно надо... Поэтому стартап всегда... мы всегда были маленькие. У нас всегда было ресурсов вплотную. И мы с минимальными ресурсами делали то, что мы делали. Вот ты, как автор стартапа или один из авторов стартапа, у тебя какое, так сказать, видение будущего своего стартапа? Не в смысле будет успешным, неуспешным, а цель какая условно? Так сказать, развить это все и получать с этого дивиденды, я имею в виду от продажи, да, от своего именно этого продукта, или там продать его в конце. Вообще, я просто не очень понимаю, когда организовывают бизнес, это какие фокусы вообще ставят перед собой? Во-первых, в первую очередь исключают слово «если». Да. То есть стартап, он 100% преуспеет, иначе стартап поднимать не надо. Если ты думаешь, а что будет, если нет... Ничего не будет, если не будет. Это все будет... Когда это будет? Это будет дело времени, дело нужного тайминга. Теперь есть несколько вариантов развития стартапа. Мы когда начинали, мы не планировали там сразу быстренько продаться там или что. Планировали решить проблему многотриллионную
Мгм. Вот, а дальше, как говорится, уже решать с помощью наших партнеров, инвесторов, куда это взять. То есть несколько вариантов. Первый вариант, конечно, любой стартап желает продаться, да. То есть, чтобы пришел покупатель, дал хорошую цену, вот, и продали стартап. И это как бы то, что называется экзитом, да, это одна из возможных стратегий. Есть стартапы, которые не планируют экзит, а планируют то, что называется выход на биржу. Вот. И есть стартапы, которые просто становятся бизнесом успешным, и все. И продают технологию, и на этом... У тебя какая... Мы, в принципе, все-таки склоняемся либо к экзиту, либо к продаже, либо же то, что называется IPO, да, то есть выход на биржу, да. Зависит от решения борда инвесторов. Ну да. Дмитрий, спасибо большое, что пришел. Это был Дмитрий Гейзерский, основатель и Chief Technology Officer компании ClickInc, и я, Дмитрий Хайтовский. Подписывайтесь на RTVI в YouTube и на всех социальных платформах. Ровно через неделю в этой же студии новый гость и новый разговор о том, что еще было или будет сделано в Израиле. Безопасной вам недели и исключительно хороших новостей. Счастливо!